Привет! Сегодня поговорим о беках. Не только внешних, но и встроенных. Как, зачем, почему, что это за устройство и для чего он нужен. Как мы видим, как мы знаем, конечно же, питание от аккумулятора у нас подается на регулятор. У нас здесь может приходить до 12 вольт, к примеру, если мы используем 3S аккумы. Но наши приемники питаются в основном 6 вольтами. И вот именно понижение напряжения осуществляет наш бек. В данном случае он встроенный, если мы берем случай с регулятором. Но, естественно, мы понимаем, что регуль у нас небольшой. И мощный бек там стоять не может. В данном регуляторе точно. Поэтому, для того, чтобы мы могли подключать мощные сервы, конечно, я бы не сказал, что вот этот сервопривод прям очень мощный, но тем не менее свои 5 ампер он кушает. Нам нужен внешний бек. У внешнего бека функция ровным счетом такая же, как и у встроенного, только за одним исключением он гораздо мощнее. То есть, если мы берем вот этот бек, он у нас выдает до 15 ампер в пике. Итак, самая первичная, примитивная схема питания – это питание у нас от аккума идет на регуль. От встроенного бека у нас питание идет на приемник, ну а приемник у нас раскидывает питание на сервы, оптику, ну и так далее. Собственно, в этой схеме нету ничего сложного, она очень простая и всеми нами любимая, большинство так и гоняет. Хорошо. Но мы поставили, предположим, очень мощный сервопривод, и встроенного бека нам не хватает. Или может быть такое, что внутренний бек, он у нас сгорел. Поэтому мы применяем внешний бек. Итак, провода, по которым поступает питание на бек, мы припаиваем к разъему на регуляторе. Естественно, соблюдая полярность, куда уж без этого. Питание от бека, если мы берем обычные простые беки, там, допустим, Castle первой версии, то у него один выход. Здесь их два, попозже поговорим, почему так. И это питание у нас идет в приемник. И приемник непосредственно у нас, получается, запитывается от нашего внешнего бека. Но есть один нюанс. Красный провод, а именно плюс, который у нас идет от регуля, нужно убрать. Потому что в данной ситуации у нас неправильно все подключено. У нас питание идет на приемник как от встроенного бека на регуляторе, так и от внешнего бека. Ну, все, в принципе, может замечательным образом сгореть. Скорее всего, это будет приемник. Так, на серво питается-то от приемника, который, в свою очередь, питает внешний бек. Схема неплохая. Но если мы говорим о вот этом беке второй версии, здесь у нас появляется второй провод с таким вот разъемом, таким же, собственно, как и первый, но с одним исключением. У нас здесь только плюс и минус. Для чего они? Они также устанавливаются в наш приемник и, по сути, являются дублирующим питанием, так как здесь у нас в пике дает 15 ампер, что весьма неплохо, а провода у нас тонкие, разъемы тоже тонкие, контакты небольшие, поэтому питание идет через два провода. Хорошо. Серво, повторюсь, опять же питается только от приемника. Красный провод от регуля мы выбираем. Но в дело входит переходник от Holmes Hobbies. Вот такой вот замысловатый переходничок на 5 фишек, если так можно выразиться. 3 из них типа мама, 2 из них типа папа. Сейчас расскажу, для чего это все. Основная схема питания у нас идет таким образом: аккум, регуль, приемник. То есть приемник у нас питается от встроенного бека на регуляторе. И у нас есть внешний бек. Внешний бек мы все так же припаиваем к разъему. Питание у нас поступает от бека на входной разъемчик. Здесь только плюс и минус. И оно у нас идет сразу на серво. То есть можно видеть, сразу идет на серво. А управляющий канал, точнее провод управления, да, питающий сигнал у нас идет с приемничка. То есть вот эти вот два разъема, я их просто вставил сюда, да, вот они идут у нас как управляющие для сервера. Да.
То есть здесь можно еще одну серву подключить, поскольку это переходник на 2 сервопривода, там, в случае, когда у нас мы хотим сделать и задние подруливающие колеса. Вот. Поэтому оно выглядит вот так. Подводя небольшой итог, значит, что у нас получается? Аккум питает регулятор и внешний бег. Регулятор запитывает приемник. Внешний бег приемник не запитывает. Это очень важно. Один разъемчик у нас получается свободный в данном случае. И внешний бег, повторюсь, у нас питает только сервоприводы. Регуль питает приемник. Никак иначе.